Приветствую, друзья! Ровно как это было с Rapga Hook X, компания Tengzu выпустила улучшенную версию своих магнитопланарных наушников и тоже совместно с блогером HBB. Первая версия мне, кстати, не особо-то и понравилась. Как-то сильно там перегнули с демпфированием. Зато вот обновленная ревизия, как говорится, мое почтение. Сделали все по высшему классу. О них сегодня и говорим. Поехали! Пришли наушники в неоправданно огромной коробке с изображением героини неизвестного мне аниме и списком их технических характеристик. Из важного отметим, что базируются они на 14,5 мм планарном излучателе с импедансом 16 Ом и чувствительностью 100 дБ. Если кто хочет провести параллели, то Hook X за верха отвечал отдельный пьезоэлектрический драйвер, а тут чистые планары. В комплект нам положили довольно большой черный бокс из кожзаменителя и 3 набора силиконовых амбушюр, в том числе и очень напоминающие КБИР 07. Напомню, что это, на мой взгляд, самые универсальные на сегодня насадки. Любопытно еще, что вместо пенок вложили еще одну пару из комплекта КБИР. Второй же набор совершенно иной, такие я видел только у BGVP. Кабель здесь тоже максимально возможного качества. Толстый, гибкий, витой, с сопротивлением на каждый из жил равным 12 сотых Ома. Отдельно отмечу его модульность, то есть установить на него можно по желанию балансный штекер на 4,4 или 2,5 мм, или же классический джек 3,5 мм. При этом сам тип соединения тоже напоминает соответствующий лифт от BGVP. Думаю, модель была разработана совместно с данным производителем. У самих чашечек, как и в случае Rapga, просто изменили цвет. Теперь он не фиолетовый, а темно-серый, даже ближе к черному. По конструкции это полностью металл с 3 отверстиями для компенсации, средним по габаритам звуководом и полностью закрытой задней частью с узорами. Сидят наушники как литые, пользоваться ими очень удобно, да и со звукоизоляцией тут все в порядке. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас довольно вальяжный импульс, допустимое расхождение между левым и правым каналом и искажение в пике, достигающие 0,65%, что вполне приемлемо. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 80 и 99 миллисекунд без особых возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 10 дБ с правильным заходом на середину. Аналогичная амплитуда выделения области разборчивости с до 5 кГц и еще один пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. После чего нам сделали яму на 10 кГц, чтобы подчеркнуть глубину сцены, а дополнительными пиками на 12,5 и 15,5 кГц вернули в звук воздух и подчеркнули различные высокочастотные хвосты инструментов. Черных насадок в комплекте была только одна пара, но они по графику очень напоминают те, что с цветным сердечником, а вот синие слегка подбирают верхнюю середину и усиливают акцент на 8 кГц. В сравнении с прошлогодней ревизией бас стал на 1,5 дБ ниже, в остальном же настройка плюс-минус похожая. В плане звучания я бы рассмотрел ВУ как долгожданный ответ на многочисленные рыдания меломанов относительно нехватки массы у планарных наушников. Так новые Hook X ощутимо чище, прозрачнее, у них заметно выше хлесткость и разрешение, но масса очень зависит от выбора источника. На моем SMSL DO200 MK2 с усилителем HO200 ее вполне достаточно, однако на чем-то попроще ее может и не хватить. А вот у Tengzu с этим никаких проблем нет. Ушки превосходно раскроются вообще на любом источнике, добавив жирка во все хлипковатое и усилив мелодическую составляющую у нормальных по весу устройств. То есть, как первое из очевидных достоинств, отмечу их высокую универсальность. С источниками примерно та же ситуация, что у всех планаров. Им нужно много мощности. Не 1 Вт, конечно, хотя это было бы очень неплохо, но лучше посмотреть от 100 мВт на 32 Ома нагрузки или еще выше. Маломощные источники тоже могут дать приличную громкость, но всех возможностей драйвера, увы, не раскроют. А тут, поверьте, есть что раскрывать.
В сравнении с Дунутала складывается ощущение, что слушаешь их как сквозь вязаную шапку зимой. На фоне героев обзора звук у Дуну глухой, размытый, какой-то пресный. Да, и там планарный излучатель в закрытой конструкции, но Дуну как-то удалось и это испортить. Чуть получше дела складываются у КЗ PR1 Pro и Hi-Fi, но для сравнения, к сожалению, они тоже не годятся. Никого не хочу огорчить, но планарные наушники от КЗ, хоть и прекрасны для своего сегмента, но вообще не уровень ни Рабга, ни Тенгзу. Причем ни в каком приближении. Отсюда простейшие выводы. Хотите быстрый сверхточный звук, берите новые Hook X. А если вы за массу, объем и мелодику, то только WU. Сэкономив и взяв КЗ или CCA, вы получаете звук на несколько ступеней ниже. Тут может сложиться ощущение, что у Тенгзу недостаточная детализация. Это совершенно не так. У модели просто невероятно четкий подробный звук, хотя и уступающий Рабга. По стилистике же наушники абсолютно универсальны, что, собственно, и неудивительно, если посмотреть на их кривую ЧХ. Прекрасный баланс частот, все акустически важные акценты на своем месте, все аккуратненько поднимается и плавно уходит вниз. Так что слушать в них можно любой сложности джаз, оркестровую или другую академическую музыку, рок, фанк, ритм-н-блюз, металл, всех видов электронику, да и вообще все, что вам только удастся найти. Разбирая по частотам, здесь глубокий мясной и при этом текстурный бас, слегка теплая и сверхвыразительная серединка и чуть ли не призрачные по своей структуре затухания. То есть тарелочки естественно угасают без попытки резануть вам ухо, как любит делать Фио, Хайби или, например, Хидис в своих даже весьма недешевых решениях. Здесь же комфорт, благодать и чистое удовольствие. Без грязи, сибилянтов или неоправданного выпячивания какого-то диапазона. Отчего музыка, богато наполненная разнообразной перкуссией, у них реально звучит. Я, друзья, проверял. Вокал ощущается, как и в случае Рабга, заметно приближенным к слушателю. Ритм гитары приятно ревут, бас мясной, но достаточно быстрый, да и с погружением в звук здесь все просто волшебно. Постоянно ловил себя на том, что эмоции буквально зашкаливали. От одного трека хотелось беззаботно смеяться, от другого прямо ощущал тяжесть и боль сопереживания, что, на мой взгляд, могут очень редкие наушники. Если подытожить, то WU нам дают сочное, очень выразительное и немного интимное звучание с высокой четкостью и вниманием к деталям и качеству построения всего музыкального полотна. Отдельно хочется отметить возможности модели к прорисовке оркестровой музыки. Однако в этом плане мне чуть-чуть не хватило разрешения, но лишь потому, что уже попробовал Hook X. Однако там открытая конструкция, а тут полностью закрытая. В остальном это живое, прекрасно сбалансированное звучание с уклоном в мелодику, объем и прорисовку как микро, так и макро нюансов. Я с ними буквально залипал, причем не менее круто, чем с Hook X. Глубина, объем, музыкальность, прорисовка и, что не менее важно, предельно комфортные и качественные высокие частоты. Я успел прослушать много всяких решений, вот настолько круто делают единицы. HBB реально удалось довести модель практически до совершенства. И итогом закрытые магнитопланарные наушники Teнгзу WU, в отличие от своей первой редакции, поразили меня в самое сердце. Удобство осталось на столь же высоком уровне, но теперь в комплект положили крутой кабель и не менее классные амбушюры, что, как вы понимаете, напрямую влияет на качество звука в наушниках. В противовес Hook X второго поколения здесь прямо сочный бас, бархатные высокие частоты и акустически правильный жирок на середине. Плюс не меньший уклон в разрешение и передачу эмоциональной составляющей трека. С ними буквально ныряешь в музыку, чтобы получить от нее все возможное удовольствие. Причем ничего не пересвечено, все акценты на своих местах, а в музыке властвует драйв и мелодика. Очень крутая модель, однозначно достойная внимания. А на этом у меня все. Это были наушники Teнгзу WU. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра!